Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина. На протяжении всего времени скапливается в процессе работы много мелких незначительных обрезков. И я решила сделать еще одну работу. Заготовка на декоративную подушку, может быть, даже сумку. Нам понадобится ненужная ткань в качестве основы. Я взяла 45 на 45. Буду использовать клеевую, флизелин. Клеевую укладываем клеевой стороной кверху, она шершавая. Обратная сторона, она гладкая. Если вы используете паутинку, то паутинка цепляется и к основе, и к вашим лоскутам. Она очень удобная в применении. А начну я с неба. Это у меня будет небо. Не смотрите на то, что мятая ткань. Она проутюжится. И я повыкраивала вот такие лоскутки. Они, знаете, небольшие. 3 на 7 сантиметров, 4 на 5, разные, неправильные формы. И что я сделала? Я, как всегда, буду делать домики. Прямоугольник. На клей-карандаш приделала окошки. Вот такие они сказочные, маленькие получаются. Если я все время делала, у меня были большие дома, то в этой работе будет маленькие. Вот смотрите, два цвета одинаковых. Их рядом мы не ставим. Мы или убираем его совсем, или переносим в другое место. Вот такие бордовые. Видите, крыша-то неправильная, своеобразная. Размещаем сначала верхнюю часть нашего полотна. В некоторых местах можно посадить деревья. Там, где у вас пробелы и нет ткани. Цвета на деревья я беру вот такие разные. Форма у меня неправильная. Мне так хочется самой. Из разных лоскутов делаю низ. Вырезаю неправильной формы, волнообразные. И красивая сторона наверху, а низ, который сделан по прямой, я поддеваю туда вниз. Смотрите, я сделала скворечник. Просто прямоугольник, крыша, треугольник. И внутрь приклеила на клей-карандаш окошко. Расположу куда-нибудь вот сюда. А палочку, на чем держится скворечник, я вышью. От одной из работ у меня осталась вот такая тюль. Это, наверное, последняя работа, что я сшила. Также вырезаю и вот облака. Над полотном ничего не разрезаем, потому что ворсинки, обрезки будут сыпаться на ваше полотно и будет некрасиво потом смотреться. Милый городок, все растет и растет. Какая ткань мне попадается под руку, из такой я и делаю. Вот такая сказочная картинка из домиков у меня получился. И что хочу сказать, такие домики делаются очень просто, из ненужных обрезков, а выглядит это все отлично. К некоторым домам я сделала трубу, сделала в основном на всех домах окна. Пробегаем взглядом, может, где-то надо подправить, где-то у вас видны ниточки, что-то не так у вас смотрится. И накрываем прозрачной тканью. Это у меня фатин. Можно использовать органзу, но она слегка глушит свет. Тюль, сетка. И теперь мы должны проутюжить, но советую вам взять какую-нибудь ткань. Я утюжу через мокрую марлю. И тем самым наш рисунок сцепится с клеевой, и при стежке он не будет никуда от нас убегать. А мелкие детали, как окна, трубы, скворечник, я приклеила на клей-карандаш. Накрываю полотно тканью и вот такими движениями сначала слегка прислоняю утюг. Я глажу. Когда вы пройдетесь такими движениями, можно потом смело ввести утюг в любом направлении. Полотно зафиксировала булавками по периметру и картинке. И смотрите, лишний фатин, его нужно отрезать, чтобы он нам не мешал в процессе работы. Но по краю оставьте сантиметрик. И приступаем к стежке. Стежку можно делать одним цветом, можно менять нитки под ваш рисунок. Я буду проходить на свободном ходу, но если вы не умеете, можно прошить простой строчкой. Сделать квадратики, полосочки, менять разные направления, но ваша задача зафиксировать все, чтобы потом в процессе эксплуатации, стирки, это ничего у вас не отвалилось.
Для стежки я вам советую брать одного качества нитку в шпульку и в катушке. Для темного цвета темную шпульку, для светлого цвета светлую шпульку. Допустим, белая шпулька, можно использовать голубой, розовый, даже красный цвет. Сразу наматывайте 2-3 шпульки, потому что ниток уходит очень много. Полотно прошила на свободном ходу чисто белой ниткой. Делала различные выкрутасы. Что мне нравится, свободный ход, кручу-верчу, куда хочу. Куда вы полотно двинете, туда будет идти строчка. Это очень удобно. И если у меня все работы мои были, я прошивала только фон, вот землю и небо такой строчкой. А остальной рисунок я прошивала зигзаг, да, или несколько раз простой строчкой контуры картинок, то в этот раз я решила заполнить весь фон, всю картину одной строчкой. Но окошки смотрятся как-то некрасиво. И я сейчас другой ниткой сделаю контуры окошек и рамы. Работа моя полностью готова, остается только отпарить. Посмотрите, как заиграли окна, когда сделала отстрочку. Прокладывала строчку несколько раз. Что мне нравится шить на свободном ходу, не приходится крутить полотно туда-сюда. Ваша строчка идет туда, куда вы направили. Остается только выровнять край. Но край я выравниваю. Я беру вот такую длинную линейку, черчу полоску и отрезаю. Остается только отутюжить, и все. И наша заготовка готова. Можно использовать на декоративную подушку, на сумку, картина, панно, как блок, какое-нибудь одеяло, покрывало, игровой коврик. Куда хотите, туда и используйте. Это все из ненужных лоскутов, которые попросились давно на помойку, и мы дали им вторую жизнь. На этом все. С вами была Валентина. Увидимся в следующем творческом видео. Заходите в плейлист «Лоскутное шитье» и «Текстильная пицца». Там много чего интересного. А вы спрашиваете всегда, а покажите с той стороны, какая обратная сторона. Вот такая обратная сторона, чистенькая. Вот эти ниточки, они обрезаются. Когда вы строчите, начинаете строчку, вы обязательно делаете закрепку, а потом отрезаете эту нить.